Всем привет! Корейские автомобили в нашей стране обрели свою популярность только с 2010 года, когда на нашем рынке появилось новое поколение Kia Rio, а также Hyundai Solaris. Но первое время народ очень обходительно относился к этим автомобилям, так как для нас это были по сути новые автомобили, а ко всему новому в нашей стране относятся с осторожностью. Но и Kia Rio и Hyundai Solaris продавались у нас и до этого, правда такой большой популярности эти машины не имели, так как многие владельцы ругали автомобили за непосредственную надежность, а также не за самое лучшее качество сборки. И только когда корейцы построили у нас завод в Санкт-Петербурге и начали выпускать абсолютно новые и современные автомобили, им удалось полностью поглотить российский автомобильный рынок. Причем в отличие от тех же китайцев, корейцам рынок никто не отдавал. Они своим честным путем смогли вытеснить с первых мест уже полюбившиеся нам автомобили, например Ford Focus, Toyota Corolla, Renault Logan, Nissan Almera и так далее. Год за годом корейцы отхватывали себе часть рынка. Никто из производителей не мог тягаться с ними по соотношению цены и качества, а также оснащенности. А в некоторые месяцы Hyundai Solaris обогнал по продажам даже наши отечественные Lada Granta и Весту. Вот так корейские автомобили у нас полюбили, так как они стоили раньше адекватных денег и за такую стоимость предлагали нормальные и надежные аппараты. И если до корейцев на нашем рынке лучше всего продавались японские автомобили, то после массового прихода корейских авто японцев просто подвинули. После этого продажи некоторых японских автомобилей начали неуклонно падать, так как корейские были дешевле и лучше оснащены. Теперь же на месте корейцев оказались китайцы, правда с ними все намного сложнее. Во-первых, китайцы пришли на все готовенькое, все производители от нас ушли, оставив потребителей без новых автомобилей. Все, что китайцам пришлось сделать, так это просто привезти к нам в страну как можно больше новых марок и моделей. Во-вторых, корейцы смогли заслужить доверие людей за 2-3 года, начав собирать у нас свои новые модели. А вот новые китайские автомобили продаются у нас с 2020 года, но за 3 прошедших года подобную популярность они не смогли завоевать. Их сегодня покупают только из-за того, что больше нечего купить. А когда к нам вернутся все привычные для нас марки, неизвестно. Весной 2022 года корейцы были вынуждены оставить свой завод в Санкт-Петербурге, а также сборочную площадку на Калининградском автоторе. Концерн Hyundai Kia не раз с того времени высказывался о своем нежелании уходить из нашей страны. В декабре прошлого года они продали свой завод за символические 10 тысяч рублей, а новый собственник уже в этом году начнет выпускать всеми любимые Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta в Санкт-Петербурге. На заводе все еще есть детали и машинокомплекты, которые позволят собрать около 70 тысяч автомобилей. Выпускать корейцев будут под какой-то другой маркой, дабы не навести санкционный гнев Запада на концерн. Пока ходят слухи о выпуске этих автомобилей под китайской маркой GAG, но официально эта информация не подтверждена. Правительство Южной Кореи продолжает все сильнее затягивать санкционные гайки, пытаясь в очередной раз усложнить ввоз автомобилей в нашу страну. В апреле прошлого года правительство Южной Кореи запретило поставлять в Россию автомобили и запчасти стоимостью более 50 тысяч долларов. Но тогда этот запрет никак не ударил по параллельному импорту, так как многие автомобили стоят дешевле этого порога. Теперь же корейцы ввели новые санкции, которые направлены на еще более серьезные ограничения. На этот раз под запрет попали все машины с объемом мотора от 2 литров. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Ряд экспертов уже успел высмеять запрет на поставку в РФ автомобилей с двигателем от 2 литров. Люди, которые хоть немного в курсе, как
как сегодня привозят к нам машины по параллельному импорту, понимают, что данный запрет никаким образом не отразится на поставках. Напрямую в нашу страну автомобили практически не везутся, чтобы обойти таможенную пошлину в 48%. Автомобили приезжают сначала в страны Евразийского экономического союза, где таможенная пошлина намного ниже, но правда придется заплатить по полной утилизационный сбор. Тем не менее, такой путь намного выгоднее, нежели везти автомобили сразу к нам, платить огромную таможенную пошлину, а плюс ко всему еще и полный утилизационный сбор. Сегодня рынок новых автомобилей в буквальном смысле завален корейскими автомобилями, привезенными по параллельному импорту. Но большая проблема в том, что цены на эти автомобили запредельные из-за пошлин и сборов. А как считаете вы? Может, пора убрать пошлины и насытить рынок дешевыми автомобилями? Пишите в комментариях.